Привет, друзья! Вы находитесь на канале Garden Drive. Сегодня я вам покажу, как рассаживать малину и куда ее рассаживать. И как это делать правильно, чтобы она у вас по всему огороду не расползалась. Так как она, ну, по сути, это э, сорняк. И она растет везде. Корни пускает далеко от того места, где вы ее посадите. И чтобы она корни не пускала в разные стороны, для этого мы будем ее садить вот в такой бачок. Есть старый бачок у меня, он протекает, поэтому воду в нем держать уже нельзя. Мы его будем использовать для посадки малины. Дно мы обрежем. Вот это вот берем, закопаем в землю, и сделаем дренаж внизу. Я сделал дренаж, кирпичи буду использовать. У меня есть кирпичи старые, я их раздроблю, вниз насыплю, потом ветки старые туда, ну, всякий мусор и землю хорошую. Для малины это самый оптимальный вариант земли, чтобы она хорошо плодоносила. Итак, поехали. Когда лучше пересаживать? Весной, до того, как распустятся почки. Ну вот две бочки у нас готовые для того, чтобы в них садить малину. Вот такие вот они у нас получились. А сейчас пойдем копать яму под эти бочки, делать дренаж. Поехали. Так, друзья, вот я приготовил кирпич. Мы его сейчас раздробим, вниз будем сыпать. Но для начала выкопаем ямки. Вот я разметил, чтобы они были одинаково, между собой были на одинаковом расстоянии. Поехали. А также осенью, пожалуй, более популярный вариант. Оптимальное время сентябрь для средней полосы или октябрь. Примерно за месяц до устойчивых заморозков. Растение уже в состоянии покоя, и до зимы оно успеет укорениться на новом месте. Так, а сейчас раздробим кирпич. Малину рекомендуется пересаживать раз в 5-10 лет, чтобы омолаживать кусты и повышать урожайность. А теперь закидываем их на дно и утаптываем. Малина – природный аспирин, именно поэтому малина – лучшее средство от простуды. Вот так вот. А сейчас сюда старые ветки, мусор. Ну, а потом можно будет землей засыпать сверху, чтобы корни у нас не уходили далеко в землю, ну и не распространялись по огороду. Можно использовать ту же самую сухую малину, ветки от сухой малины. Когда вы обрезаете малину, вот эти вот ветки можно использовать для дренажа. Да, она еще для сердца и крови полезна. Ягода улучшает эластичность сосудов, препятствует образованию тромбов и содержит много железа для профилактики анемии. Итак, друзья, сейчас будем пересаживать малину. Вот отсюда возьмем кустик, желтую, крупная, сладкая, желтая такая малина. Отсюда пересадим
вот в это место, где мы подготовили, бочку закопали. Для чего это? Для того, чтобы малина не разрасталась по огороду. Вот в этом месте посаженная, она разрастается и в ту сторону, и в эту сторону. Неправильно посаженная. А сейчас мы посадим ее правильно. Поехали. Так, выкапываем вот этот кустик. А еще она эликсир молодости. Малина мощный антиоксидант. Она помогает замедлять процессы старения, сохраняя молодость кожи за счет стимуляции выработки коллагена. Так, посмотрим, что у нас тут. Ага. Это у нас старые. Вот видите, какие корни. А вот эти вот убрать надо. Вот. Два кустика. Ну, как раз по 3 веточки, по 4. Самый оптимальный вариант. Итак, сейчас мы сделаем ямку. В эту ямку мы насыплем кормилица микориза. Для корней универсальная. Вот такая вот. Так, она улучшает питание, приживаемость при стрессах, защищает от болезней, вредителей и стрессов. Обязательно либо вот этот препарат используйте, либо какой другой. Но для того, чтобы корни лучше приживались. Поехали! Использовать нужно 1 стакан на 1 саженец. Один стакан примерно будет вот так вот. А сейчас нужно полить водичкой, чтобы она быстрее прижималась. Поехали. Вы на канале Garden Drive. Сейчас мы польем водичкой. Вот так вот. Чтобы он лучше прижился. Ну вот, друзья, прошла неделя, и кустик прижился. И второй тоже прижился. Оба куста прижились. Сегодня я вам показал, как нужно пересаживать малину в бочки, чтобы она не разрасталась вокруг себя и не портила, допустим, вот в картошку она может уйти там, или еще куда-то, или на газон. Если ее посадить вот так вот в бочку, то она уже оттуда никуда не денется. Корни не смогут преодолеть тот барьер, который мы поставили на пути. Подписывайтесь, и вы узнаете, как она выросла и сколько у нее будет ягод. В прошлый раз я вам показывал то же самое. Мы закапывали в бочки ремонтантную малину. Я покупал кустики. Вот она уже плодоносит. Буквально год назад закапывали. Подписывайтесь, и вы узнаете, как выросла малина. Пока!